Старик по имени Эдвард Кларк сидел за маленьким угловым столиком в кафе. Он был ветераном войны, носил поношенный, но чистый пиджак и не спеша пил кофе, ожидая сына, который снова опаздывал. Вокруг царила оживленная атмосфера, люди болтали и наслаждались днем, но Эдвард чувствовал, как взглядом скользят по нему. Этот район был престижным, и его присутствие среди таких людей казалось необычным. Неожиданно дверь кафе распахнулась, и внутрь вошли двое полицейских — Джейсон и Майкл. Они оглядели зал, и их внимание сразу привлек Эдвард, сидящий в углу. Джейсон повернулся к Майклу и что-то сказал с ухмылкой. Для них Эдвард выглядел как человек явно не на своем месте. Джейсон, уверенный в своей власти, подошел к Эдварду и грубо спросил, что тот здесь делает. Эдвард спокойно ответил, что просто ждал сына. Майкл, усмехнувшись, вмешался и сказал, что это странно, как старик из бедного района пытается вписаться в богатое общество. Эдвард молча выслушал, даже не шевельнувшись. Джейсон не удовлетворился ответом и потребовал удостоверения личности. Эдвард достал карточку ветерана, которая была у него всегда, но Джейсон лишь отмахнулся от нее, заявив, что это подделка. Майкл поддержал его, сказав, что трудно поверить, что у такого человека, как Эдвард, могло быть удостоверение ветерана, потому что в его время такие, как он, занимались только физическим трудом. Эдвард ничего не ответил, сохраняя самообладание. Он снова сказал, что просто ждал сына, но это вызвало только раздражение у полицейских. Джейсон требовал, чтобы Эдвард покинул кафе. Он угрожал силой, если тот не поддастся. Эдвард спокойно объяснил, что имеет право находиться здесь, как и любой другой человек. Полицейские, явно не ожидавшие такого ответа, на мгновение растерялись. Никакой помощи от других посетителей не было. Все молчали, наблюдая за происходящим. Атмосфера в кафе становилась все напряженнее. Джейсон снова подошел к Эдварду и сказал, что у него есть последний шанс уйти добровольно. Эдвард молча сделал глоток кофе, а затем сказал, что он не доставляет никаких проблем. Полицейские не ожидали такого спокойного сопротивления. Джейсон попытался толкнуть стул Эдварда, заставив его встать, и даже грубо начал его ощупывать, надеясь найти что-то подозрительное. Эдвард, несмотря на физическую боль, сохранял достоинство, не показывая эмоций. Майкл тем временем схватил шляпу Эдварда, простую, выцветшую от времени, и швырнул ее на пол. Это было последнее, что Эдвард мог бы вынести, и в его глазах мелькнуло недовольство, но он молчал, не желая доставить этим офицерам удовлетворение. Тогда полицейские, недолго думая, начали применять силу. Джейсон схватил Эдварда за руку и заломил ее за спину, заставив его поморщиться от боли. Они смеялись, считая, что этот старик не такой крепкий, как думал. Эдвард стиснул зубы, но не вскрикнул. Он был солдатом и знал, что молчание — это его единственный способ выжить в такой ситуации. Тогда Эдвард наконец произнес: «Вы заходите слишком далеко. Вы не видели и половины тех ужасов, с которыми я сталкивался». Это вызвало ответную реакцию. Джейсон, разозлившись, заявил, что Эдвард за грубое поведение с полицейскими проведет ночь в камере. Он достал наручники и защелкнул их на запястье старика. Но на этом полицейские не остановились. Майкл, не раздумывая, сломал трость Эдварда пополам и швырнул обломки в сторону, заявив, что теперь она ему не нужна, потому что он скоро окажется в тюремной камере. Когда они начали тащить Эдварда к выходу, старик указал на свою карточку, лежавшую на столе. Джейсон, раздраженно схватив ее, взглянул на карточку и побледнел. На ней было написано имя комиссара полиции — Роберта Кларка. Эдвард оказался отцом того самого комиссара, который руководил полицейским управлением. Джейсон, осознавая свою ошибку, отпустил старика и начал извиняться, пытаясь оправдаться. Однако Эдвард ничего не сказал. Он просто ждал, что произойдет дальше.
В этот момент дверь распахнулась, и вошел комиссар Роберт Кларк. Его осанка сразу привлекла внимание. Увидев своего отца в наручниках, сломленной тростью и пятнами на одежде, он, не теряя времени, подошел к ним. Взгляд его был полон боли и гнева, но он не повысил голос. «Что здесь происходит?» — спросил комиссар. Джейсон и Майкл, все еще растерянные, начали объяснять, что не знали, кто такой Эдвард, и что они не подозревали его связи с комиссаром. Их оправдания были слабыми и бессмысленными. Комиссар посмотрел на своих сотрудников с таким осуждением, что те почувствовали на себе тяжесть своего поступка. Он сказал им, что независимо от того, кто является его отцом, каждый человек заслуживает уважения, и особенно те, кто служил своей стране. Поведение полицейских было недопустимо. Джейсон и Майкл, осознав всю серьезность своей ошибки, покинули кафе, не произнеся ни слова. После этого комиссар извинился перед отцом, объяснив, что такие действия его сотрудников были абсолютно неприемлемы. Эдвард, однако, не нуждался в извинениях. Он посмотрел на сына с гордостью и сказал, что гордится его действиями. Сын проявил милосердие в трудный момент, и это было действительно важнее всего.